Всем респект, с вами Фиспект. Не знаю как вы, но я безумно по вам скучал. Больше 3 месяцев не выходили ролики на канале, на то была своя веская причина. Я переезжал на новую квартиру, и во время этого переезда возникли очень большие проблемы. Как с самим переездом, так и с финансовой стороны. Я потерял очень много денег, а если быть конкретно, больше 200 тысяч рублей на всем этом переезде. Сегодня будет очень интересно, я расскажу вам о том, как я потерял эти деньги, как я переезжал на новую квартиру, как я впервые летал на самолете, рум-тур по новой квартире и в чем же виноваты майнеры, а самое главное, как вот из этой красоты получилось вот это. В общем, возьмите чаечек, кофеечек, не знаю, чего вы там любите, возьмите хлеб и досмотрите видео до самого конца, потому что там будет самое интересное. Как вы уже поняли, во время переезда я потратил немало денег. Спойлер, это были покупки. К счастью, я уже как полгода полностью перешел на карту Тинькофф, и все мои траты были гораздо выгоднее именно с этой картой. А все дело в кэшбэке. Вот просто представьте, ты получаешь до 5% годовых на счет, причем деньги приходят тебе каждый месяц. 1% возвращается с абсолютно любых покупок по карте. До 15% кэшбэка на выбранные категории трат. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. При этом кэшбэк приходит не какими-то баллами или другими фантиками, а настоящими рублями, которые можно сразу же потратить или снять в банкомате. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира. Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. Если всего вышеперечисленного недостаточно, то вот вам бонус. Эта карта даст 20% кэшбэк на игры, 15% на Яндекс.Еду и Delivery Club и 10% на покупки в App Store, Google Play и Spotify. Советую поторопиться, потому что именно таких карт выпущено ограниченное количество. А сейчас будет вообще шок. Если вы оформите карту до 30 июня, то у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда. Вот такое уж точно нельзя упускать, поэтому скорее беги по ссылке в описании и заказывай лучшую карту Тинькофф Black, которую ты точно не захочешь менять. Это переход, короче. Началось все с самого рождения. Тогда я, будучи школьником, по мере взросления, как и любой, захотел свалить из своего маленького ПГТ с населением 10 тысяч человек. Если большинство людей хотят приехать в Питер или Москву, самые такие хайповые города, у меня были немножко другие цели. Лет в 12 где-то по телеку я увидел репортаж про Калининград. Что это за город, где он находится и почему он такой необычный. Если вы впервые слышите, то это отдельная часть России, но при этом это все равно Россия, находящаяся в Европе. И это бывший город Кёнигсберг, то есть тут жили немцы. Из-за чего архитектура, построение города и вот это все сильно отличается от остальной России. Но сегодня у нас не урок истории, поэтому я расскажу вам свою историю. Примерно лет в 16 я себе уже окончательно дал понятие после кучи гуглёшки, информации, вычитанной в интернете, что я хочу сюда переехать жить навсегда. Но чтобы достичь какой-то своей цели, нужно как-то двигаться в этом мире. И в 16 лет у меня начинается свой YouTube канал. Не буду сейчас рассказывать историю становления ютубером, но если вкратце, то за несколько лет я смог благодаря ютубу начать нормально зарабатывать. Чтобы не сильно травмировать и родственников, и свое психическое состояние, после переезда в деревню сразу в Калининград было принято решение на полгодика-годик пожить в большом городе, но близко к своему ПГТ. Ну и это был Красноярск. В прошлых видосах вы могли увидеть рум-тур с той квартиры, как выглядело мое рабочее игровое место, и это просто была пушка-бомба, класс, круто. Всего этого сейчас нет, как вы поняли. А что же, собственно, произошло? Договор аренды той квартиры подходил под конец, и человек, который нам ее сдавал, собирался ее продавать, то есть продлить его не было вариантов. Нам либо искать новую квартиру в Красноярске, либо наконец-то уже исполнить свою мечту и переехать в любимый город. Конечно же, был выбран второй вариант, но максимально неправильно и необдуманно. Если прям очень кратко, я решил начать все с чистого листа. Я сейчас об этом говорю, и мне максимально смешно становится, потому что какой же я дебил. Я решил продать все, что имею, и только с рюкзаками, кошкой, макбуком, айпадом и айфонами поехать в новый город, начать все с чистого листа. Это была моя самая большая ошибка в жизни, потому что MacBook для работы конкретно для меня оказался полным дерьмом. После того, как ты сидишь за ПК, монтируешь видосы на мониторе 21:9 в 4К разрешение, когда у тебя супер удобное кресло, большой стол, когда в принципе ты 12 лет пользуешься Windows и тебе подсовывают MacBook, где маленький экран, и ты должен как-то монтировать с помощью трекпада, которым ты вообще никогда не пользовался. Это настоящая боль, и я к ней не был готов. Но на тот момент я думал, что это дело только привычки, и поэтому продолжал продавать все. И даже свой ПК, который я покупал за 170 тысяч, продал я его за 150, а сейчас такой ПК стоит больше 200. Бэушный. Что
Что уж говорить про остальное, девайсы, мониторы, камера. Насколько нужно быть дебилом, чтобы посчитать, что камера айфона будет снимать не хуже камеры Sony. К тому же она бы не занимала много места в рюкзаке, с которыми мы переезжали. Опять же, повторюсь, была мысль именно начать с чистого листа, а не заработать денег на продаже. Но это все равно очень большая ошибка продать все. Но тогда на радостях о переезде я считал, что все прекрасно, а значит можно ехать. Единственный способ добраться до Калининграда — это самолет с пересадкой в Москве. Мы выбрали авиакомпанию, купили билеты на нас двоих и на кошечку. Это вышло нам примерно в 30 тысяч рублей. Проблема заключалась в двух вещах. В общей сложности нам нужно было пробыть в аэропорту плюс в самолетах 15 часов, а у нас кошка. Вы просто не представляете, какой это большой стресс для нее. Вообще, кстати, первый полет мне понравился. То есть я испытал те самые эмоции, которые я ожидал. Когда ты взлетаешь, когда ты садишься, круто. Первый раз летать реально классно. Но когда мы пересаживались уже из Москвы в Калининград, таких эмоций я вообще не испытал. Было похер. Когда мы только прилетели в Калининград, и ты выходишь с аэропорта, у меня мурашки прошли по коже. Когда ты мечтаешь о чем-то 10 лет, и вот твоя мечта наконец-то исполняется, это неописуемая эмоция. Я не знаю, как это описать. Здесь тупо трава зеленее, воздух чище, растительность какая-то разнообразная, вся такая красочная, воздух приятнее, люди добрее. Вот просто вам фотки, которые я наделал в первый день, когда мы были возле отеля. Ну, не красота ли? Мы приехали в отель, и за 4 дня мы отдали вообще какие-то копейки, при этом получили просто высочайшее качество. Просто посмотрите, как оно выглядит. Я даже делал видосы в Телеграме, можете перейти по ссылке в описании, полностью посмотреть рум-тур по тому отелю. Он был очень красивый, очень хороший, и мне не хотелось оттуда уезжать. Все эти 4 дня мы мониторили Авито и Циан каждые полчаса, обзванивали все риэлторские агентства, всех собственников, просто каждую квартиру писали и спрашивали, можно ли туда с кошкой. Нам абсолютно все отказывали, и целых 4 дня мы провели в крутейшем отеле, не найдя квартиру. Так как мы забронировали на 4 дня, а после нас были другие люди, нам пришлось ехать. Опять же, обзвонили, описали все посуточные квартиры, и единственное, где нас приняли с кошкой, это вот такой вот германский домик за 1500 рублей в день. И спустя неделю тусовки в крутых отелях и германских домиках нам все-таки удалось найти риэлтора, который нашел владельцу квартиры, которая не против была, чтобы мы заселились с кошкой. За хату мы первые 3 месяца отдаем по 27 тысяч, после чего приезжает владелец квартиры, смотрит, сломано ли что-то кошки или нет, и если все норм, то мы платим по 25 тысяч в следующие месяцы. Договор подписан опять на полгода. Сразу скажу, что это оверпрайс по сравнению с моей прошлой квартирой. Если вы смотрели рум-тур, там я платил 25 тысяч за 3 комнаты с джакузи и с классным ремонтом. Здесь я плачу 27 за 2 комнаты, и при этом ремонт такой себе посредственный. Такая цена, потому что микрорайон хороший, потому что начинается лето, а город Калининград туристический город, и цены поднимаются, а также у нас кошка. Предлагаю спустя 8 минут наконец-то увидеть рум-тур по моей новой квартире, после чего мы опять продолжим говорить о том, как сильно я лоханулся. Начнем, пожалуй, с прихожей. Здесь практически нет ничего интересного, но могу подметить некоторые детали. Например, это единственное место в квартире, где находится кафель, и мокрая обувь не разъедает вот этот паркет, или как он называется. Также высота потолков во всей квартире у нас 3 метра. Я не совсем понимаю, зачем такие большие потолки, наверное, чтобы себя более комфортно чувствовать, но для меня, как ютубера, это всего лишь дополнительное эхо. Также здесь не совсем обычный интернет. Здесь находится простой роутер, и также он идет по проводам вот в такой приемник. В квартире в любую розетку можно ставить еще такую штуку, и у тебя будет интернет, который проходит прямо через стены, через электричество. Скажете, удобно? Нет, ни хрена. Он увеличивает задержку в играх у тебя на примерно 20 миллисекунд. Именно поэтому я использую простой провод, который у меня идет прямо в ПК. Как сразу заходишь в квартиру, ты можешь посмотреться в зеркало, что довольно-таки удобно. И места здесь не особо много, потому что лишние квадратные метры на прихожую зачем? Можно положить одежду в шкаф, можно одежду повешать на вешалку, которой ты чаще пользуешься. Далее, если прямо с коридора пойти в квартиру, можно увидеть большой шкаф. На самом деле в нем ничего нету интересного, шкаф как шкаф, используется по назначению. Электросамокат. Крутая тема, купили на Авито бэушный, в итоге так сильно понравилось, что заказали новый с Алиэкспресса. Как-никак я живу с девушкой, мне нужно 2 штуки. Но вот такая тема, если у тебя нету машины, для города самое то. И начнем, пожалуй, с кухни. Специально записываем ночью, чтобы вы не видели, что находится за окном. Здесь находится большой диван, который находится на кухне. Очень большая комната, используется просто по-тупому. Я не понимаю, зачем так делать. Если уж ты делаешь отдельную кухню, то делай ее кухней, а не какой-то полугостиной, куда даже телевизор невозможно поставить. Ну и кухня, собственно, тоже не блещет оригинальностью. Как можете заметить, куча шкафчиков напихана для какой-то прям супер хозяйки из 90-х. Современные люди по большей части минималисты, и им столько места не нужно. Абсолютно вся квартира работает вот на этой шайтан-машине. Это газ. А газ идет прямо вот через такую
такую штуку. Абсолютно вся горячая вода в квартире и, собственно, плитка работает вот на этой хрени. Что для меня, как для человека, который никогда не жил в квартире с газу, немножечко страшно. Здесь находятся вот такие вот большие часы. Время они, кстати, показывают правильно. И булочка. Побритая, кстати, потому что жарко на улице. А теперь смотрите, что самое тупое в этой комнате. Вот ты хочешь зайти и подойти к холодильнику. Он у тебя по дефолту будет закрыт вот этой дверью. То есть тебе нужно закрыть дверь, открыть холодильник. Только после этого выйти, опять же, закрыв эту дверь. Неудобно вообще. Ну а здесь находится у нас ванная комната. Давайте в нее зайдем, и это еще одно разочарование. По порядку. Унитаз находится очень близко к стене, из-за чего одной ногой неудобно упираться в стену. Раковина большая, просторная, классная, но она сама подразумевает, что ты будешь ставить на нее все вот эти предметы, что выглядит вообще неопрятно. Ну и вы только посмотрите, куда они придумали сделать держатель для туалетной бумаги. Ну что такое? Здесь нету ни одной полочки, куда можно было бы поставить все вот эти вот штуки. Ну и самое обидное, то, с чем мне было тяжелее всего смириться, это маленькая ванная комната. Я не могу в ней лежать вообще. Это по сути душ с раковиной такой. В общем, эта комната, как и кухня, одно сплошное разочарование. Здесь кушает кошка, здесь она занимается своими кошачьими делами, а мы идем в спальню. Сразу как заходишь, здесь располагается тумбочка, на ней стоит телевизор, который был на этой хате, когда мы заехали. Но мы купили себе получше Xiaomi 4K, там вся HDR, круто. На самом деле мы его купили для PlayStation 5, но об этом я поговорю немножко позже. Ну и соответственно кровать, на которой мы с Дашей спим. Я сплю с этой стороны, она с этой. Здесь находятся вот такие штуки, куда ты должен по сути что-то ставить. Но поверьте мне, если у вас кошка, вам вот это вообще не пригодится. Нужно какие-нибудь закрывающиеся тумбочки. Скажете, удобно ночью телефон заряжать? Ага, а где зарядки? Вот она зарядка. И вот она зарядка, точнее розетка. Короче, кровать удобная, просторная, классная, но вот эти штуки вообще бесполезны. Пройдем дальше на балкон, а точнее лоджня, или как это называется. Очень большая, просторная, здесь опять сидит вот это вот миленькое существо. Она реально просторная, классная. Здесь было бы очень классно расположить какой-нибудь гамак или такую кресло-качалку, я приложу картинку, и наслаждаться видом, который я по понятным причинам вам показывать не буду. Но вообще, по сути, здесь больше нету ничего интересного. Мы идем в последнюю и самую главную комнату. Та-дам, познакомьтесь, это моя будущая мастерская, это моя будущая комната для стримов, для записи видосов, но об этом мы поговорим в самую последнюю очередь. Для начала посмотрите вот на это. Я думаю, здесь не тяжело догадаться, что это новый стол, а здесь вообще находится что-то, что даже стыдно произносить вслух. Если кто понял, напишите в комментариях, а лучше напишите, что вот это такое. Если не знать, что внутри, будет очень тяжело догадаться, но если кто-то угадает, что это, тому я скину 500 рублей на Киви, да. Нет! Короче, чем быстрее вы соберете лайки, тем быстрее выйдет видос с апгрейдом вот этого игрового места. Вот из этих штук это всего лишь процентов 30 из того, что будет. Потому что, поверьте, будет круто, ведь это полнейшее говно. История о том, как вышло это недоразумение, будет позже, а пока давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Кресло Блади, чтобы не потела спина, но потела жопа. Мой микрофон Rode NT-USB, привезенный еще с далеких времен, с Красноярска. Здесь находится что-то замечательное, здесь находится клавиатура HyperX, вот такая вот вся зарыганная, замызганная. Здесь находится у нас мышка, опять же, HyperX, тоже вся в плачевном состоянии, вот такая вот. Здесь сироп для чая, монитор под названием Argon, это AOG, их подразделение. Говно монитор, кстати. Ну и, собственно, беда всех бед, это компьютер. GTX 1070 Ti, Ryzen 5 3600X, 16 гигабайт оперативки, и еще я засунул свой SSD-шник на 512 гигабайт, купил новый. Да, в общем, как-то так выглядит квартира. Она меня плюс-минус устраивает, 50 на 50. Самый главный минус — это вот эта комната и вот эта комната. Они абсолютно меня не устраивают. Ну а я предлагаю вам послушать, как получилось вот это все недоразумение. После переезда и осознания того, что мне нужно делать ролик на MacBook, на котором я банально не могу работать, мне непривычно, в новой оси, в новой программе с трекпадом на маленьком экране, было принято решение продать его и купить себе ПК. И здесь мне, наверное, повезло, потому что я нашел человека, который из-за жизненной ситуации продавал не только ПК, еще монитор, клавиатура, мышка, наушники и микрофон. Вот их, кстати, я забыл вам показать, потому что я ими не пользуюсь, но пригодятся для моей девушки в будущем. Это все вышло по цене примерно столько же, сколько и стоит отдельно ПК, поэтому это выгодно. А что невыгодно? Возможно, вы до сего момента до сих пор не понимаете, на каком конкретно этапе я потерял деньги. Начнем с ПК, на который я верой и правдой пытался зарабатывать больше 3 лет. Продал я его за 150 тысяч. Сейчас, чтобы мне купить точно такой же бэушный, нужно 220. Соответственно, 70к просто в помойку. Далее у нас идет покупка MacBook, который был новенький в магазине, куплен за 130 тысяч, а продан на
на Авито за 85, соответственно 45 тысяч опять же идут в помойку. Каким-то непонятным для меня образом камера, которую я покупал новую в магазине за 64 тысячи, сейчас стоит 90. Если захочу купить точно такую же бэушную, то опять минус 15к. Далее еще одна не самая очевидная трата — это квартира. Прямо сейчас, если посмотреть Авито Циан, то много квартир, которые можно было найти гораздо дешевле, но из-за кошки нам пришлось поселиться именно сюда. Квартиры примерно такого же качества с таким же ремонтом стоят около 20 тысяч, соответственно за полгода, на который у нас подписан контракт, мы приплатим 36к. В дополнение ко всему к этому, я живу с девушкой, на прошлой хате у нее также был ПК, и там была видеокарта 1660 Super. Вы, думаю, понимаете, что это значит для майнеров. На Авито сейчас такой ПК в принципе не найти, но даже если бы нашли, то это бы стоило явно больше 100к, а я продал его тогда за 60 тысяч. Что уж говорить про всякую мелочевку, то, на чем я потерял от каждой продажи примерно 2-5 тысяч. Это всякие мониторы, девайсы и так далее. У нас этого всего было много, и в совокупности не меньше 20 тысяч я еще и на этом потерял. Но во всей этой истории есть один приятный момент, где от продажи чего-то мне удалось заработать. Это покупка PlayStation 5. Купила, значит, новую за 60 тысяч, а продал бэушную за 65. Просто плюс 5к стонкс. Почему продал? Потому что пришлось оплачивать хату, нужно было и покупать ПК, на котором я смогу монтировать, в отличие от MacBook. Но если кратко сказать свое мнение про PlayStation, то это круто. Быстрые загрузки, классная графика, но я как ПК-геймер 12 лет, мне было тяжело, конечно, привыкать к геймпаду. Давайте так, если вы напишите там кучу комментариев «хочу про PS», то я сниму видосик про PlayStation, потому что все у меня отснято, нужно только сделать. А мы будем потихоньку подводить итоги. Я потерял очень много денег на всем этом переезде. Таких больших ошибок я в своей жизни ни разу не совершал. Эта ситуация меня много чему научила. Я попал под раздачу майнеров, повышение вот этих цен, я продал абсолютно все, купил то, на чем я в итоге не смог пользоваться, захотел начать жизнь с чистого листа. Опять же повторюсь, а в итоге даже не знал, что будет на следующей странице. Сейчас я вообще не жалею о том, что произошло, да, я потерял много денег, но это бесценный жизненный урок. Это придало мне мотивации делать еще больше, потому что одну мечту выполнили, на горизонте следующее — купить маме квартиру. И, кстати, я хочу вам сейчас открыть небольшую тайну для людей, которые досмотрели настолько далеко ролик. Это видео могло выйти еще дней 20 назад, но из-за того, что не было рекламодателя, я бы просто не смог вообще выжить в итоге здесь. Мне уже нечего было бы продавать. И был даже период, когда мы на 500 рублей жили вдвоем с девушкой неделю. В общем, никому не пожелаю переживать то, что пережил я за это время, но в итоге все хорошо. Я нахожусь в городе, в который я мечтал попасть с 12 лет. У меня вроде как появляются рекламодатели, а значит я могу делать ролики и не умереть с голоду. И, кстати говоря, 2 года назад у меня выходил видос, сколько можно заработать на ютубе. Сейчас время поменялось, циферки уже совершенно другие, я думаю, по последним роликам и по цифрам, которые сегодня озвучивались, вы это уже поняли. Короче, предлагаю вам условия: если под этим роликом соберется каким-то хером 100к лайков, тогда я сделаю вторую часть этого видео, расскажу, сколько сейчас, спустя 2 года, я зарабатываю. Возможно, это будет для кого-то мотивация начать заниматься ютубом, возможно, для кого-то разочарование. В общем, поговорим по душам, расскажу прям все как есть, до последней копейки. А я с вами вот прям вообще ненадолго по меркам моего канала прощаюсь, потому что прямо сейчас я пойду собирать стол и новое игровое место, и вы офигеете от следующего видоса. Мораль сей ролика такова: учитесь на чужих ошибках, а не своих, и не совершайте глупых, необдуманных поступков. А я на этом заканчиваю. Спасибо за просмотр, мои хорошие. Удачи, пока.